Ты такой идешь по улицам Нью-Йорка, такой... Как будто мокрая собака лежит в лавандовом поле. Какая-то акватика вылазит, но нот здесь нету. Акватически. Я думаю, здесь немного неправильно. Как это называется? Которое носки моют. Хозяйственное. Вот оно. Всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Сергей, рядом со мной Слава. И у нас серия из 3 видео будет, посвященная ароматам Bond номер 9. У нас такой Discovery Set из 30 ароматов. Это видео будет светлых фантиков, ароматов со светлыми цветами. А следующее видео будет с темными и другое с разноцветными. Какая конфета на меня смотрит? Наверное, самая белая. Основала этот бренд француженка, которая по молодости посетила Нью-Йорк. Он ей очень понравился. И она решила создать свой парфюмерный бренд с Нью-Йорком. И в основном все названия у этого бренда ассоциируются с каким-то районом в Нью-Йорке, с каким-то памятным местом или с какой-то достопримечательностью Нью-Йорка. Вот Сохо – это район Нью-Йорка. Это какой-то очень лакшери район, потому что пахнет он классно. Я в восторге. Самый первый аромат мне очень нравится. Он цветочный, фруктовый и цитрусовый. То есть я слышу здесь цитрусы, лимончики, апельсинчики, бергамоты. Какие-то белые цветы, но не ядовитые. И сладенькое что-то тоже слышу. Немножко стиральным порошком. Это дают ландыши или нероли. Вот что такое. Это белоцветочные дают часто такой эффект. Но это не химический. То есть это приятно пахнет. Это вот действительно пахнет какой-то таким утром весенним, да? Цветочки. Возможно, здесь вот действительно какие-то белые цветы, цитрусы, альдегиды, может быть, даже. Пока Сергей смотрит ноты, я бы хотел рассказать про эту немножко женщину, которая основала этот бренд. Ее зовут Ларис Роме. Она проработала консультантом и парфюмером в разных компаниях, среди которых были, к примеру, известные косметический бренд Lancôme и производитель элитных парфюмерий Эник Гуталь. Белые цветы, древесные, цитрусовые. Порошковый здесь дает сочетание вот этого цветка апельсина, да, флёр д'оранж и сладкий апельсин. Так, ну вот возьмем вот этот. Бонд номер 9 Хэмптонс. Очень отличается от предыдущего аромата. Прям отличается. Очень знакомое. Знаешь, чем пахнет? Торговым центром. Именно торговым центром, который City Mall. Вот когда туда заходишь, действительно всегда один и тот же аромат. Ну, это хороший аромат. Здесь, опять же, цитрусы. Очень свежий. Ну, вообще он мне похож на предыдущий. Нет. Ну, за исключением, что... Вообще разные. Мне это нравится больше, чем предыдущий. Он более свежий, что ли, такой, да? Мне кажется, он более... Вот здесь, наверное, ветивер, что ли. Может быть, здесь ветивер, какая-то больше древесности, что ли, деревяшки. Кстати, да, цитрусовый старт немножко слетает, и дальше идет какое-то развитие интересное. И он цитрусовый. Верхние ноты здесь бергамот, липовый цвет, лимон, шалфей, кедр. Ну, ты, кстати, Сантал угадал прям сразу, с лету. А я застрял на этих цитрусах, тоже немножко порошковых. Но у меня даже немножко слюнки потекли сейчас от этой кислоты. Сандал, я про ветивер. Да? Да. Ну, типа, хвала, значит, на будущее тебе. Трибекка. О, ну это уже... О, класс. Баккара. Баккара, да. Да, но она немножко другая, а здесь какое-то сгущенное молоко. Да. Да, ты тоже чувствуешь? Вареная сгущенка. Здесь какая-то такая сливочность. Мне кажется, конфетки, которые... Это очень вкусно. Да, прям съесть хочется. Сливочная карамель. Но здесь нету бинтов.
Ну, кстати, да. Да. Он больше гурманско-сладкий. То, что мы здесь не назвали, это, пожалуй, лесной орех Какао. и какао. Ну, какао я не слышу. Ну, вот Мгм. абраксан, карамель заявлена. И мне кажется, в бакаре, которая экстракт, там тоже карамель, да? Ну, может, это уже как-то мужскую сторону, я сразу больше мужской. Прям какой-то свежачок. Какой-то одеколонистый. Какая-то есть нота здесь, в этом аромате. Какая-то противная. Какая-то противная прям. Наверное, это морской свежак. Вот это уже больше в люксовую сторону согласен. Это цитрусы, что-то морское. Но он как-то раскрывается, да, какими-то... Это прям плохо пахнет. Чем? Это... Фу, я не могу. Это Серьезно, ужасно. ты не можешь? Ой, Это- стоматологички немножко пошло. Не, да? Да. А что тебе, ну вот, что именно тебе там не нравится? М, Ну, прикольно аромат. Здесь, походу, есть лаванда. Мне кажется, здесь есть лаванда. А-а-а. Здесь отстойная лаванда. Я к лаванде очень привередлив к этой ноте. Мне во многих ароматах она вообще не нравится. И вот здесь лаванда, скорее всего, Мгм. ужасная. Вот она такая как будто грязница, да. да, она грязнится. Здесь пахнет, знаете, мокрой собакой. Шерстью мокрой собаки. Как будто мокрая собака лежит в лавандовом поле. Такая она недавно валялась в луже или в озере, плавала. Такая решила прилечь, отдохнуть, высохнуть. И вот это вот прям шерстью Она наслаждается жизнью. шерстью прям собаки. И вот прям вонючненько. Из этих нот, я думаю, это фиалка. Не знаю. Ну, у фиалки бывают такие оттенки не самые приятные. Фу. Может быть, чай такой? Я не знаю. Почему так плохо? Ну вот, мне собака, к примеру, не пахнет, и... Ну, я сказал трава, поле, лаванда. Лаванды здесь нету. Наверное, фиалка такая вонючая здесь. Мгм. Мгм. Ну, считается, что он зеленый древесный. Ну, видишь, акватика здесь, наверное. Не что-то. акватика. Все-таки какая-то акватика вылазит, но нот здесь нету. Акватических. Я думаю, здесь немного неправильно. Ноты здесь неправильно, мускус... Да, да. Они забыли вписать собаку. Мокрую собаку. Так, ну что ж, следующий твой светлый аромат. Светлый аромат. Наверное, я вот этот возьму. Такого уже более кремово-серебряного оттенка. Называется он Chinatown. О, это один из их топчиков, насколько я помню. Chinatown, наверное, пахнет каким-то чаем. Так, Чаем. ну. О, немножко переборщил с обшиками, на самом деле, это жесть. Ну да. Он, Куча специй. он кожаный. И специй много. Кстати, он мне напоминает Супер кожаный. немного слона от Кензо. Ну там такая химозина была пластиковая в Кензо, насколько я помню, да. Ну, вот что-то есть схожее. Мгм. А мне что-то напоминает твоего этого Байреду чем-то. Нет, нет. Здесь очень много специй. Именно куркума какая-нибудь, возможно, кардамон и корица. Вот какой-то странненький аромат. Может быть, знаешь, здесь будет что-нибудь типа солнечной ноты. Но вот со временем он начинает немного в чайность появляется. Да, в Чайнатауне это же чайный сразу. Chinatown. Чайнатаунность там появляется. Тебе нравится? Нет, мне не нравится. Вот это вот замша, кожа и что-то еще какое-то гаденькое, я не знаю. Сложно, он как-то сложно, но мне кажется, его нужно на кожу, потому что вообще не разобрать эти ноты. Что такое? Но необычно. Не знаю. Белые цветы это оказывается. Много цветов. Здесь пион, тубероза, гордения. Но они прям какой-то намешали. Какой-то мешанина. лютый коктейль. Угу. Тубероза. Может, это тубероза такая вонючая? Потому что тубероза они... Я туберозы особо нет. Я вот ее особо здесь не чувствую. А, кстати, вот я нюхаю, чем дольше нюхаю, тем он становится более приятным, каким-то больше сладеньким.
уже более сносным. Вот вначале прям мне крышу чуть не снесло. Ну, перебор был с обшиками. О, классная жвачечка, да. Это такой, идешь по улицам Нью-Йорка, такой жуешь эту жвачку. Но это тубероза дает жвачность и, может, магнолия какая. Белые цветочки. Угу. И фрукты, скорее всего, какие-нибудь сюда впилили. Такой девчачий аромат, да, вот. Больше на девушек я вижу. Ну, скорее всего, да, по пирамиде будет девушка. Но если как раз что ночь, тут, наверное, это что-то на гулянке, на дискотеке. Ты надеваешь этот аромат и идешь тусить, веселиться. Он действительно сладкий, но мне кажется, он не перебор. Сладкий, цветочный, да. Более такой в женскую. Но я хочу сказать, вот он звучит немного даже люксово, как по мне. Да, но на самом деле они все такие простые довольно. Нельзя супер много каких-то нот выделить. Гордыня, гвоздика, цветок, жасмин. Ой, гвоздики, слушай, я совсем не слышу. А получается, сладость это... Карамель и кофе. Карамелька. Ну, прям карамель заявлена. Кофе вообще не пахнет. Я не чувствую. Ну, такой аромат я вижу больше на молодых девушек. И парнях. В чем себе не отказывать. Ну, получается, это уже будет 7-й. Ты же был в Нью-Йорке? Ты гулял на Мэдисон-авеню? Ну, я в Нью-Йорке был, но я не помню, где какие улицы находятся. Ой, тут какой-то фрукт. Груша. Ну, понятно, здесь опять цитрусы, опять будет сандал, древесная база, цветы белые, может быть, еще не только белые пионы. Но добавили какой-то фруктик. Ну, вкусненько. Ну, может быть, какой-нибудь личи. Вот есть что-то, как-то фрукт немножко с каким-то таким оттенком. Похоже действительно на личи. Фруктовый, сладкий. Это яблочко. Опять пролине. Ну вот любят они сладость. На самом деле в Нью-Йорке много кофеен, и там тоже куча передоза сладкого. Очень много сладкого, сладости. И такой... белый, роза, ежевика. Вот роза появилась, вот. Да. Кстати, вот ежевики... Ну вот был какой-то такой интересный оттенок. Здесь яблоко особо тоже не ощущаю. Но получается, это запах зеленого яблока белого. То есть вот эта кислинка такая, как знаешь, как Гренни Смит. Угу. Что-то этот аромат вообще мимо мы отгадали, вообще ничего здесь нет. То, что здесь есть, мы ничего не назвали. Нет, ну я сказал, белые цветы и красные цветы, мне кажется. Ну знаешь, это так абстрактно. И цитрус я сказал. Ой, ну аромат хороший, мне нравится. Но опять же это... Такой зеленый, свежезеленый. Да, а мне это белые цветы. Это жасмин, по-моему. Ну да, согласен. Ну и зелени здесь очень много. Свежий жасмин и опять ничего. Больше я не слышу. Какой-то аромат одной ноты для меня. Но красивый. Он такой прозрачненький, искристый. И... Конечно же, здесь есть фруктовые оттенки, наверняка будут мускус и древесная база, и может быть и даже цитрусы что-то будет на старте. Но это белоцветочный, вот прям максимально белоцветочный. Ага. Он пахнет таким уходовым кремом, средством для рук, вот, знаешь, вот уходовостью. Вот что дает у нас уходовость? Не знаю, наверное... Вот чем-то вот крем Нивея вот так пахнет. Барсучий жир. Нет. Ты прав, здесь много цветов. Это фрезия. Фрезия. Это не жасмин. Фрезия, кстати, да, вот фрезия так пахнет. Вот то есть она такая сладковатость дает. Фрезия дает вот эту уходовость. Да. Вот запомни. Все. Свят. А вот это зелень. По-моему, это уже фужер. Вот это уже, да, зелень, да. А вот это... Что, трава? Как это вообще будет называться там? Вкусно пахнет. Но здесь цветов. Здесь тоже есть цветы. 100%. И здесь такое ощущение, как будто желто-цветочные цветы. Желтого цвета. Да.
Возможно, здесь есть цветок апельсина. Нейроли. Пошли какие-то уже тяжелые ноты. Может быть, здесь уже пошла кожа. О, мыло. Мыло. Стало пахнуть мылом. Вот, да, замыливаться стало очень сильно. Как это называлось? Ну, которое носки моют. Хозяйственное. Вот оно. Что-то вот в эту сторону. Вот оно прям пошло туда. Я не могу сказать, что это неприятно. Это, кстати, да. Найдутся любители. Действительно пахнет немного хозяйственным мылом. Немножко, да. Хозяйственное мыло с ароматами апельсина и цветов. Смотри, какой путь мы проделали. От зеленого, цветочного, точно цветочного, желтого, цветочного, сейчас мыло и хозяйственное. И, значит, до нефти доберемся, наверное. Да. На старте зеленые ноты ты сказал, потому что он больше тебе зеленью пахнет. Я сказал белых цветов. Я сказал нейроли, вот. Нейроль здесь есть. Но вот здесь много было белоцветочных ароматов, но везде замес какой-то отличается. Вербена-лимон, да. Базилик вот не чувствую. Я, кстати, вот сейчас теперь стал чувствовать базилик. Слушай, здесь лилия. Вот она что. Лилия, она же такая вонючая. Лилия здесь все перебивает, чтобы понять, какие здесь ноты. Я знаю то, что это в Нью-Йорке район, где очень много живет студентов. Библиотеки и все такое. Ой, слушай, это похоже на бакару, что мы уже нюхали. Вот это прям почти... Это какой второй был аромат? Это бакара? Ну вот. Или третий? Да, третий. Но это менее сладкий. То есть он менее сладкий. Здесь я не слышу никакой особой карамели, нету молочности, сгущенки вот здесь нету. Вот это больше похож на бакару, чем то, чтобы в начале. И он потому что идет в амброксан и немножко в медицину. И для меня это только карамель. Очень много. Да, лактонности нету, как там. Но бакарой погоняет. Ванильки много, я здесь чувствую ваниль. Ну, может быть, да. Хороший аромат, действительно такой приятный. Личи, твои вот личи, которые ты недавно говорил. Амброксан и карамель, которые я недавно говорил. Амброксан, карамель и ваниль. Я уже понял с этого бренда. Это сладость, очень много сладости, очень много амброксана. То есть не жалеют. Все это развеивают. Но, кстати, амброксан, он не дешевый. Поэтому, наверное, поэтому ароматы такие дорогие. Я готов назвать свой топ-1. Я не выбрал больше. Мне понравился 6-й, что мы разнюхивали сейчас. Это New York Nights. Он такой сладенький, карамельный. Он стал тише. И уже интересные аспекты в нем возникают. Мне нравится. На самом деле, мне почти все понравилось. Ничего такого отторжения не вызывает. Вот я сейчас перенюхивал. И с таким же успехом мог быть любой другой. У тебя? У меня на первом месте Madison Avenue. Такой ежевично-яблочный с нотой розы аромат. Он красивый, его хочется выгулить на Madison Avenue. Вот такое погружение в бренд. Дальше мы перейдем к темным ароматам. Встретимся в следующем видео. Спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь. Отличного вам дня, вечера, ночи. И классных путешествий парфюмерных.